Правда ли, что отношения Чингука и Тэхёна – это больше, чем просто дружба? Почему мать Чингука вдруг заговорила? HYBE что-то скрывали? Эмоциональные ссоры, душераздирающие признания и любовные треугольники, которые больше нельзя скрывать, всплывают на поверхность. Если вы настоящий ARMY, вы должны дочитать до конца. Эта история оставит вас безмольными. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь, чтобы получать больше новостей. Готовы к сюрпризам? Вы когда-нибудь чувствовали, что мир внезапно остановился из-за одной фразы? Голоса, исходящего от человека, который все это время молчал? И все же из этого молчания произошел взрыв, потрясший основы крупнейшего сообщества в индустрии развлечений ARMY. Что происходит, когда говорит не айдол, не менеджер, не HYBE, а мать, и не о карьере, не о здоровье, а о любви? Сложная любовь, полная секретов, любовный треугольник, который долгое время считали всего лишь теорией заговора. Все началось обычным вечером. Концертов не было. Прямых трансляций. Нет планов на возвращение. И все же тишина стала ареной события, которое изменило все. 17-минутная аудиозапись внезапно появилась на анонимном аккаунте на южнокорейском форуме с расшифровкой женского голоса. Ее голос был мягким, но твердым. Ее тон был похож на голос матери, слишком долго несущей бремя. «Я достаточно видела, как мой сын борется со своими чувствами. Пора людям узнать», — говорил голос. Всего за 2 часа запись распространилась по всему международному сообществу ARMY. Многие сомневались в ее подлинности, но те, кто следит за BTS с момента дебюта, знают этот голос. Не потому, что его часто слышно, а потому, что он однажды появился в единственном документальном фильме о семье Чингука, когда он благодарил свою мать. Интонация идентична. Эмоциональные нюансы невозможно воспроизвести. Когда корейская ARMY выложила аудиозапись, совпадающую с оригинальным документальным фильмом, сообщество замолчало. Это признание ни от кого попало. Это мать Чингука. То, что она сказала на записи, стало началом огромной бури. Она не назвала имен, но данные подсказки были слишком конкретными, чтобы их игнорировать. Мой сын однажды сказал, что его сердце не принадлежит тому человеку, которого все считают своим. Есть кто-то, кто заставляет его чувствовать себя свободным, даже когда мир его ограничивает. Кто-то, кто заставил его тихо плакать на балконе посреди ночи, но это не девушка. В ту ночь тысячи фанатов по всему миру вновь открыли свои архивы видео, фанкамов, взаимодействий и даже отрывков старых развлекательных шоу. Они начали искать подсказки. Кто этот человек? Затем одно имя стало упоминаться чаще других – Тэхён. Она не назвала имен, но они стали встречаться чаще других – Тэхён. Для большинства ARMY отношения Чингука и Тэхёна уже нельзя описать словом «дружба». Они росли вместе, переходя от подросткового возраста к взрослой жизни под пристальным вниманием камер. Многие считают их братьями. Но теперь, после одной фразы матери, все становится вопросом. Действительно ли их отношения глубже, чем ожидалось? HYBE хранили молчание. Никаких заявлений. Даже их аккаунты в социальных сетях перестали отвечать на поток вопросов в комментариях. Затишье длилось недолго, потому что СМИ начали реагировать. На второй день после того, как аудиозапись стала вирусной, крупное южнокорейское новостное агентство сообщило, что внутренний источник в HYBE подтвердил, что на закрытом совещании обсуждались деликатные вопросы, касающиеся личных отношений Чингука с одним из участников группы. Имена не назывались, но обвинения становились все более резкими. Некоторые журналисты, пишущие о развлечениях, начали копаться в архивах, которые когда-то считались пустяковыми. Одно из видео, снова ставшее вирусным, показало момент, когда Тэхён случайно упомянул, что кто-то написал для него песню, но так и не выпустил ее официально. Когда его спросили, кто это, он просто улыбнулся и ответил: «Вы бы узнали, если бы поискали глубже». Была ли песня написана Чингуком? Были ли их отношения скрыты за какой-то тайной сделкой?
И, что более важно, почему мать почувствовала необходимость высказаться? По словам источника, близкого к семье Чингука, который пожелал остаться анонимным, мать годами молчала. Она знала, что мир ее сына – это необычный мир. Она знала, что за каждым их шагом следят. Но что в конце концов заставило ее не молчать, так это эмоциональное давление, которое она непосредственно видела в своем сыне. Чингук не из тех, кто жалуется, но он часто глубоко задумывался. Ему не нужно, чтобы его настраивали против кого-либо. Ему просто нужно, чтобы его поняли. А, по словам его матери, мир этого не позволяет, сказал источник. Более того, некоторые бывшие сотрудники BTS из додебютной эры, которые сейчас покинули индустрию, тоже начали высказываться негласно. Один из них написал в личном аккаунте: «Пора, чтобы правда перестала быть просто слухом». Еще более шокирующим этот пост сделало одно слово в конце – «ты-кук». Слово, которое до сих пор существовало только среди фанатов, теперь произносилось инсайдерами. Вопрос уже не в том, реальны ли отношения, а в том, почему их так долго скрывали и кто на самом деле пытается все это затеять за стратегиями индустрии развлечений. Многие ARMY начинают выдвигать требования. Они хотят честности. Они чувствуют, что все это время их эмоции манипулировали ради имиджа. Они любят Чингука и Тэхёна такими, какие они есть, со всеми их секретами или без них. Но за всей этой шумихой всплыли другие, гораздо более шокирующие новости. Сообщается, что сотрудник юридического отдела HYBE находился в депрессивном состоянии, поскольку его морально возмутило решение компании скрыть нечто, что потенциально могло повлиять на психическое здоровье их артистов. Эта информация не подтверждена, но если она правдива, это будет внутренний скандал, беспрецедентный в истории HYBE. Возвращаясь к записи матери, самый трогательный момент был на 13-й минуте. Голос начал дрожать. «Я просто хочу, чтобы мой сын был счастлив. Мне все равно, кого он любит, но мне не все равно, если ему придется скрывать свои слезы каждую ночь». Эта фраза была не просто трогательной, а пронзительной. Не только для ARMY, но и для любого, кто когда-либо чувствовал, что мир не позволяет ему любить кого-то по-настоящему. А что насчет Тэхёна? На данный момент Тэхён еще не дал официального комментария. Однако его последние действия в социальных сетях еще больше подогрели интерес публики. Он заменил свою аватарку изображением восходящего солнца, символа, который многие ARMY считают знаком новых начинаний. Это совпадение? Или это скрытое послание в молчании айдолов? Также начали появляться голоса извне. Несколько известных корейских музыкантов выразили свою неявную поддержку Чингуку и Тэхёну. Один написал в Твиттере: «Настоящая любовь всегда найдет выход, даже если мир закроет все свои двери». Эта фраза получила тысячи ретвитов, в основном от фанатов BTS, к большому удивлению автора. Бывший преподаватель вокала Чингука, ныне проживающий за границей, внезапно провел короткий прямой эфир и сказал: «Надеюсь, компания извлечет из этого урок, потому что есть много ран, которые они игнорировали годами». Он не назвал имен, но в этом и не было необходимости. Все знают, кого он имел в виду. Теперь, всего за 72 часа с момента появления записи, весь мир смотрит в одну точку – HYBE. Они будут молчать или наконец-то внесут ясность. Но прежде чем на все эти вопросы будут даны ответы, возникает новый вопрос, который шокирует всех: кто третий участник этого любовного треугольника? Если внимательно послушать запись матери Чингука, то есть один момент, о котором большинство людей забывают. «Она не девушка», — сказала она. Затем, после долгой паузы, добавила: «И он не единственный». Этот первый раунд может быть только началом, но мир уже начинает трескаться. Если слова матери Чингука правдивы, то эта история гораздо глубже, чем мы думали. Не только о любви, но и о предательстве, о выборе, о смелости любить и страхе признаться в этом. И теперь все взгляды прикованы к одному: кто осмелится заговорить следующим? Если мир думал, что первой главы было достаточно, чтобы все перевернуть с ног на голову, то, что произошло на 4-й день после утечки записи, на самом деле обнажило самые глубокие слои этого кризиса.
Речь идет не только о любовном треугольнике. Речь идет не только о двух именах, которые уже были упомянуты, но и о системе, которая незаметно сеет страх за блеском сцены, о навязанном нарративе и о решениях, принимаемых не сердцем, а стратегией. Вопрос теперь изменился. Кто заставил Чингука выбрать молчание? В тот день утро в Сеуле казалось обычным. Но ровно в 9 часов 41 минута утра по корейскому стандартному времени аккаунт собака Войчейнси Деды опубликовал серию сообщений в Twitter/X. Сначала мало кто это заметил, но одно предложение в первом абзаце заставило пост распространиться как взрыв. «Я когда-то работал в отделе личной безопасности артистов HYBE, и я хочу кое в чем признаться». Это предложение мгновенно стало самой обсуждаемой темой в мире всего за 45 минут. В ветке обсуждения, состоящей из 18 частей, прямо утверждалось, что некоторым артистам HYBE, включая BTS, когда-то было дано указание не подтверждать и не опровергать слухи, которые могли бы навредить структуре фан-базы. Говоря яснее, если есть личные отношения, особенно потенциально спорные, то лучше оставить их в качестве бесконечных спекуляций. Но самая шокирующая часть произошла в 13-й части, когда автор ветки упомянул момент в 2021 году, когда один из их главных кумиров расплакался в репетиционном зале на 3-м этаже после предупреждения о том, что слишком интенсивное взаимодействие с некоторыми участниками будет систематически ограничено. Кто был этот участник? Многие сразу вспомнили загадочное событие в середине 2021 года, когда Чингук внезапно удалил все свои посты в Инстаграм всего через 2 дня после интерактивного прямого эфира с Тэхёном. Тогда публика только гадала, и многие связывали это с внутренними проблемами. Но теперь кусочки пазла начинают складываться. Было ли тогда дано предупреждение? Неужели именно в этот момент у айдолов начали отнимать право выбора? Тем не менее, автор добавил, что закулисная система HYBE очень структурирована и во многих случаях более надежна, чем у других традиционных агентств. У них есть команда по контролю общественного мнения, задача которой — анализировать движение мнений в социальных сетях и разрабатывать ответные меры посредством постов, коротких презентаций и даже планирования выступлений участников в развлекательных шоу, чтобы замять определенные спорные моменты. Еще более поразительно, что автор приложил 2 внутренних скриншота системы, показывающих оповещения по ключевым словам «Ты кук» в 2022 году. В одной из колонок упоминался статус «высокая степень тревоги, потенциал для изменения нарратива», что означает, что если этот термин появится и станет вирусным, компания примет меры, чтобы переключить внимание общественности. Означает ли все это, что отношения между Чингуком и Тэхёном, в какой бы форме они ни проявлялись, давно известны компании? И если это так, то почему столько усилий было приложено, чтобы это скрыть? Ответ может быть найден в неожиданном месте, в старом интервью с одним из музыкальных продюсеров BTS, которое стало вирусным после того, как этот вопрос всплыл. В интервью продюсер сказал, иногда песни, созданные самыми искренними эмоциями, просто не могут быть выпущены, потому что они слишком честные. Когда его спросили, какую песню он имел в виду, он лишь слегка улыбнулся. «Это не песня для публики», — сказал он. Международные ARMY начали расследование, и одна теория стала особенно заметной. Песня Чингука «Still With You», которая всегда считалась песней для фанатов, при повторном анализе оказалась слишком личной. Фраза вроде «твой голос», который обнимает меня, пожалуйста, назови мое имя снова, и даже если меня нет рядом, ты знаешь мое сердце, теперь звучат совсем по-другому, если рассматривать их в контексте личных отношений с Тэхёном. Но посреди этой бури зазвучал другой голос, на этот раз не изнутри, а от других айдолов. Бывший айдол 3-го поколения, ныне активный ютубер, сделал смелое заявление на своем канале. «Я знаю некоторых стажеров HYBE из эпохи BTS, и я знаю истории о 2 участниках, которые всегда были вместе. Все знают, но мы все знаем, что не стоит об этом говорить». Видео посмотрели более 5 миллионов раз за 24 часа. Раздел комментариев был полон предположений, но и сочувствия. Казалось, ARMY начали разделяться на 2 лагеря, тех, кто поддерживает открытые признания, и тех, кто считает, что все должно оставаться личным делом участников. Но действительно ли речь идет о конфиденциальности?
Или это стало более глубокой проблемой, связанной с институциональным давлением на личную идентичность, с эксплуатацией эмоций в целях финансовой выгоды и с тем, как любовь может свестись к поддержанию иллюзий. Опытный фотограф, работающий с BTS с 2016 года, упомянул в своем подкасте, что иногда для фотосессий отдельных участников приходится планировать отдельно, чтобы избежать чрезмерной интерпретации. Он не назвал имен, но мир и так слишком умен, чтобы не расшифровать эти сигналы. Тем временем СМИ начали официально оказывать давление на HYBE. Поступали запросы на интервью, просьбы о разъяснениях и открытые письма от фанатов из разных стран. Но ответ HYBE оставался неизменным – молчание. Однако молчание – это не спокойствие. Это подпитывает подозрения, потому что общественность знает, если нечего скрывать, нет причин заставлять кого-либо молчать. Неожиданный поступок исходил от неожиданного человека. Друг детства Тэхёна, ныне театральный актер в Пусане, внезапно опубликовал в Instagram Stories пост с цитатой «Никогда не вините любовь, которая поддерживает в вас жизнь. Вините мир, который не дает вам дышать». Stories был удален через 20 минут, но скриншоты уже распространились. Если это правда, то речь идет уже не об отношениях между двумя артистами. Речь идет о любви, которую превращают во врага, о чувстве угрозы, о том, как человек должен выбирать между карьерой и правдой. Пока все гадали об этом любовном треугольнике и о том, кто этот третий человек, упомянутый матерью Чингука, возникла другая, не менее тревожная теория. Некоторые ARMY начали связывать эту фигуру с человеком, который когда-то был очень близок к Тэхёну, известным именем в индустрии, сольным артистом, который однажды назвал Тэхёна «человеком, который меня лучше всего понимает». Если это правда, то это не просто любовный треугольник. Это любовь, которая когда-то росла в 3 сердцах, но выжить смогли только 2. Глава заканчивается не ответами, а мучительной пустотой. Остается вопрос, как далеко правда сможет выйти наружу, и кто в конце концов осмелится заплатить цену за то, что осмелился ее высказать.